Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем строить выкройку рукава для куклы. Мы построим 3 вида выкроек рукава. Основу лифа мы уже с вами изготавливали, поэтому ссылочку я оставляю внизу. Вы можете перейти и построить вот выкройку лифа, 1/4 часть, которую мы сейчас обводим, и продолжать работать с нами. Мы свернули в 4 слоя ткань или 4 слоя бумагу, листик бумаги взяли, обвели. Вот указано, где наш рукав будет, чтобы мы точно понимали. Горловина. И вырезали. У нас получается вот такая развертка. Мы строим выкройки очень просто, быстро, потому что выкройка – это основа всего шитья. Без выкройки мы ничего с вами не сможем шить. Вот такую развертку мы получили. И дальше строим выкройку рукава. Берем листик бумаги, прикладываем нашу развертку лифа к листику бумаги и обводим нашу пройму руки. Конфигурацию проймы строим. Вот сюда мы должны вшить рукав. Рукав мы будем делать классический. 3 вида рукава. Из классического мы будем делать еще рукав бабочка или крылышко, еще называют его, и рукав фонарик способом моделирования. Вот одну часть проймы мы делим на 3 равные части. Мы нарисовали ось симметрии пунктиром рукава и будем работать с одной половиной рукава. По кату рукава сверху берем 1/3 часть. Вниз, естественно, мы откладываем длину рукава, которую вы желаете сделать. Берите подлиннее, отрезать вы всегда успеете. Строим выкройку классического, обыкновенного рукава. Вот 1/3 берем по окату рукава и начинаем вести вот эту линию, строить ее рельеф. Ширину рукава берите побольше, вы всегда успеете отрезать, потому что рукав всегда припосаживается, когда мы страчиваем ее в пройму. Вот мы получили половинку нашего рукава. Вот от 1/3 сверху от оката мы начали вести нашу линию вниз и сделали вот такой полукруглый рельеф. Если вы думаете, что этот рельеф должен какой-то быть строгой формы, то не думайте так. Делайте, как у вас получается. Нет канона, константы какой-то, какой у вас будет рукав, какой рельеф будет. Нет. Вы творите, вы делаете. Всегда у вас обязательно все получится. Вот теперь мы видим, как мы построили рукав, по оси симметрии согнули и симметрично отрезали. Всегда записывайте свою тетрадь, которая будет вам спутницей, как это на материале. Так же точно, как мы делали на листике бумаги, в 4 слоя мы сворачиваем ткань, вырезаем
разворачиваем нашу развертку. И я предлагаю в открытую пройму, не сшивая бока, вшивать наш рукав. В открытую пройму без сшива боков. Вот так. В открытую. Вшивая рукав в открытую пройму, мы обязательно припосаживаем рукав. То есть это не складки, а слегка даем свободное облегание рукаву. В данном случае у нас рукав из голубой ткани однотонной, а лиф сам из ткани в клеточку. Потом, после того, как мы строчили в открытую пройму рукав, мы застрачиваем сам рукав, вот я рисую пунктиры, и бок лифа, то есть строчим боковой шов вместе с рукавом. Все, что у нас лишнее, мы отрезаем, поэтому я говорила, что оставляйте по окату чуть-чуть больше материала, а обрезать вы всегда успеете. Вот таким образом мы работаем. Поэтому, пожалуйста, творите, научитесь самостоятельно строить выкройки, тогда дорога вам будет открыта к самостоятельному построению выкроек и пошиву качественных изделий. Ну, в данном случае мы шьем одежду для кукол. Но при желании в дальнейшем мы можем же шить одежду для детей и также точно для себя. Что мы дальше делаем? Для того, чтобы из нашей классической выкройки рукава сделать выкройку рукава бабочка, или колокол называют его, или крылышко. Вот я совершенно не художник, но примерно вот так рисую вам, чтобы вы понимали. Рисую вот не картинку с интернета, а вместе с вами мы рисуем. Вы у себя в тетради рисуете, я на листике бумаги. Вот такой рукав, крылышко, колокол, бабочка, как угодно. Это один вид рукава мы будем моделировать из той выкройки, которую мы сейчас с вами построили. И второй рукав мы смоделируем фонарик. Прекрасно, красивый рукав, особенно хорошо смотрится на детках, на девочках. Это прекрасный вариант украшения платья, ну также точно и взрослых, девушек, молодых женщин. То есть вот первый и второй вид. Берем нашу выкройку, которую мы только что построили с вами, и начинаем моделировать. Все очень просто. Никогда не думайте, что что-то очень сложно. Все очень-очень просто. Один раз попробуйте и на всю жизнь запомните. Вот так берем две точки, не доходя от оката рукава, по оси симметрии сгибаем нашу основу рукава и надрезаем. Прикладываем к ткани и слегка разводим наши надрезы. И кроим уже ткань. И при вшивании рукава у нас получается вот такое крылышко. Если мы хотим сделать крылышко большего объема по низу, то есть еще более колокольнее, еще более расширенным, и посередине разрезаем, можно развести на разное количество сантиметров. Переходим ко второму рукаву, фонарик.
Очень просто разрезаем по оси симметрии. И на ткани или на бумаге, если вы хотите сделать выкройку, вот так вот разводим обе части на некоторое количество сантиметров. Для взрослых это больше, для детей это меньше, для кукол это может быть и сантиметры, полтора. Вы по месту определяете, для кого вы строите выкройку. И потом складочки мы организовываем при вшивании рукава. Я вам желаю всяческих успехов, удач, до следующих удивительных встреч. Пишите, что вы желаете дальше. Желаете делать, строить, шить. Пишите, пожалуйста. В этом году нашему творческому клубу «Магнолия» 32 года. Наши первые ученики уже выросли и великолепно строят выкройки и самостоятельно шьют. Приглашаю вас, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых удивительных встреч. До свидания.